Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем этот котелок, много отзывов на него было, вы хотели, я связала. Очень просто, новичок справится. Такая вот круглая макушечка, отворотик, который регулируемый на ваш вкус. Вот такая вот шапуля. Что по пряже и по спицам? Значит, вот такая вот у меня букляха была. Вот она такая. Без опознавательных знаков. Поэтому конкретной цифры я вам не скажу. Вот такая прямо она кудрявая. И могу предположить сейчас на данном этапе, что она распушится и будет очень красивая. Вот. Ее я взяла в 2 сложения. Потом вот это Alize Lana Gold 800, одна нить. И вот это, по-моему, Alize Baby Wool. Ну, в общем, какой-то остаток, девчонки. Вот, поэтому взяла я вот 2 эти нити и 2 букляхи. И получилось у меня то, что получилось. Что это значит, девчонки? Это значит, что вы можете взять любые остатки пряжи и скомпоновать. Махерчик туда добавить. Что еще добавить? Букляшечки, остатки, да? Вот, ну, как-то так. Значит, плотность вязания у меня 12 петель в 10 сантиметрах. Вот. И ширина моей шапки получается вот в спокойном виде 50, окружность моей шапки 50 сантиметров, хотя голова у меня 56, то есть 6 сантиметров у меня ушло на, ну, хотя если вот так вот, сейчас я вам просто показываю полуфабрикат, дальше пойдет видео, которое ну, цельная процесса. Вот если вот так вот смотреть, она достаточно, видите, пластична. То есть я вяжу не плотно, спицы 5 миллиметров, но вяжу я совершенно свободно, мне так комфортно. Вот я не затягиваю петли. Вот, и это моя особенность вязания, потому я всегда беру спицы тоньше, чем все. Да. Вот так я вот люблю вязать. Вот, и поэтому 56 у меня моя головушка. Где мой сантиметр? Я набирала 60 петель. Вот, и у меня 27, 54, 55 сантиметров. Ну, в общем, получается, что 1 в 1 нужно набирать. И это уже то, что мне нужно. Я уже мерила этот полуфабрикат. Значит, нужно четко набирать по окружности. Никаких на растяжения, натяжения. Она должна, вот этот валик не должен вот так вот натянуться на голове. Он должен быть свободен. Поэтому вот измерили свою голову, измерили плотность вязания и набрали петель ровно столько по сантиметрам. Ну, высчитали по плотности, сколько вам нужно по окружности головы. Вот, значит, я уже сказала, да, спицы у меня 5 миллиметров. Вот, потому что я люблю вязать свободно. Вообще, это должно быть на вот такую вот плотность, где-то на 8, да, ну не на 5, но это, я же говорю, это я. Вот, значит, я набирала 60 петель у меня, получается, по окружности головы, и я набирала вот таким вот способом. Для чего? Вот, 60 петель. Для чего? Для того, чтобы был пластичный край. Значит, набираю 60 петель, 61 петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, набрала я 61 петлю, и теперь первый ряд вяжу вот так вот лицевыми петлями. Первую петлю я сняла,
Далее, вот кажется, что этот наборный край вот такой вот расхлябанный. Набирали мы, я не отметила, набирали мы 60, на одну спицу. Тут не нужно на 2 спицы набирать. Здесь достаточно набрать на одну. Вот, не боимся расхлябанного края. Вы, конечно же, можете набрать и обычным способом, но тут есть риск, что полотно будет не пластичным. Если вы умеете это все регулировать, то тогда любым удобным способом вы можете набрать. Вот. Но я решила не рисковать, потому что у меня так иногда бывает, что край недостаточно пластичен, не так, как я предполагала. Поэтому я всегда страхуюсь вот этим вот способом набора петель, который мне дают достаточное как бы растяжение, и где мне не нужен этот край красивый, да, где это все спрячется. Вот. Так, теперь смотрите, у нас осталась последняя петля. Мы соединяем это вязание в круг вот таким вот образом, и на эту последнюю петлю одеваем первую вот таким вот образом. После этого мы ее провязываем. Мы таким образом соединили петли в круг, и у нас получится красивое соединение без ступенек. Далее вяжем по кругу лицевыми петлями. Так, провязала я 25 рядов, и это у меня ровно 14 сантиметров. Значит, смотрите, лицевыми петлями, лицевой гладью, и эти лицевые петли закручиваются у нас в этот валик. Вот, что мы можем сделать здесь? Мы здесь можем его сделать больше, меньше, вот, то есть толще, тоньше. Ну, это возможно толще захотят девчонки, тоньше, я думаю, уже не будет того вида. Вот такой вот у меня он получился. Вот этот букле дает нам объем и легкость, да, поэтому вот так. Если у вас недостаток пряжи, то, конечно же, какое-то наполнение туда, поролон или вот для подушек отлично подойдет. Ну, тогда вам придется прям пришить это все дело сюда, пришить. Значит, через 14 сантиметров у вас, возможно, будет больше или меньше. Это зависит от толщины пряжи. Ничего более-менее, и от вашего желания, какую толщину этого валика вы хотите. Далее я перехожу на изнаночные петли. То есть на изнаночную гладь, чтобы потом у нас все было я хотела, конечно, платочной вязкой, что-то у меня мысли были. Потом решила, что не хочу я платочной вязкой. Я хочу, чтобы все было вот изнаночной гладью. Вот так вот оно подвернется. Лицевая будет внутри, а изнаночная снаружи. И сейчас я вяжу изнаночной гладью. И еще хотела сказать, валик я мерила, вот скручивала и мерила на себя. И вот когда он достиг того размера, который мне нравится, я его вот вам представляю. То есть все было методом проб и ошибок, не проб и ошибок, методом примерок, да. Вот сейчас я вяжу изнаночными петлями все. Итак, я провязала в высоту 12 рядов, это 8 сантиметров. И теперь будем разделять, начинать делать сокращения. Значит, смотрите, что я буду делать. 6 маркеров подготовила, 1 одеваю на спицу и вяжу 10 петель. Значит, 8 провязываю, 9-ю, 10-ю вместе. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9-10 вместе. Изнаночной тоже. И ставим следующий маркер. И так далее. Всего у нас получится вот таких вот секторов. На данном этапе они получатся по 9 петель, потому что 10-ю мы сокращаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ой, 9-10 вместе. И следующий маркер. Раз. И вот последний. Ой, я здесь не поставила. Вот не поставила маркер. Ставлю сейчас. И последний. И теперь у нас получается все вязание разделено на 6 секторов. Сейчас 3 ряда, 3 круга я провязываю без изменений. Маркеры переснимаю. То есть эти все обозначения у нас остаются. 3 ряда провязываю. 3 круга. Без никаких изменений. Так, итак, я провязала еще 3 ряда. Вот, если вам видно, вот оно мое сокращение, и 3 круга у меня провязаны. И теперь далее что мы делаем? Далее мы поступаем таким вот образом. 1 круг вяжем вот так вот, каждый сектор. Тут уже считать мы не будем, просто в конце каждого сектора мы провязываем 2 вместе изнаночной. Вот, то есть делаем сокращение. И так 6 раз целый круг. 1 круг мы вяжем холостой, без сокращений. То есть делаем вот эти вот сокращения через ряд. И продолжаем, пока у нас не сократятся все петли, девчонки. Здесь я потеряла маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь у нас 8, 9. А, не потеряла, он у меня на спице вот висит. Так, 8, 9. Итак, круг до конца, потом холостой, потом снова последнюю и предпоследнюю провязываем вместе. Вот. То есть постоянно, все время перед маркером мы провязываем 2 петли вместе. Забыла вам сказать главную вещь, что неважно сколько у вас петель, даже если вы пересчитывали на свою плотность вязания, все равно делите на те же, как и у меня, на 6 частей, 6 равных частей. Вот. И потом все делайте точно так же, как я. Просто у вас тут до макушки будет больше рядов, но это же нормально, это естественно, если у вас другая плотность. Вот, я довязала до макушки, и здесь у меня осталось в каждом секторе по 2 петли, то есть всего 12 петель. И я их собираю уже на иглу, обрезала ниточку, соберу и затяну. Вот. Так, уводим на изнанку. Кстати, можно, не, хотя как бы лицевой гладь сделать. Нет, давайте все-таки не будем отклоняться от Лора Пиано. И оставим вот так вот. Теперь я эти ниточки, я большую нить оставила, ну ничего страшного.
прячем. Эту тоже. Что-то я плохо стянула. Сейчас я прям эту дырочку заделаю. Вот. И сюда тоже уведу. Все, девчонки. Теперь отворот. Как хотите. Хотите, подшейте. Хотите, не подшивайте. Вот она, макушка. Еще в это ушечко. Все будет очень хорошо. Можно подшить, можно отвернуть. Но это уже не будет наш котелок. Но это как вариант. Возможно, и так вам захочется. Вот. Я же подошью. Да, я сделаю это все так, чтобы это держалось, было зафиксировано. Ну, не очень как бы сильно, да, чтобы все-таки потом при желании это все распустить и получилась обычная шапочка. Вот. Пока так я подшиваю весь кант таким вот образом. И вот такая шапочка у нас получается, вполне себе симпатичная, в стиле Лора Пиано, за пару крон хотела сказать, ну, за пару долларов, да. Вот, поэтому, девчонки, вяжите. Раз уж она модная сейчас, вот, то мы ее и вяжем. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока.